Привет, 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 песеры, с вами Морж, вторник у нас на календаре, и самое время поговорить, ну и, конечно же, открыть, собственно, делюкс издание серии А, которое нам завезли вчера. Вчера нам завезли, как вы знаете, Ювентус и эту делюкс серию А. Если честно, хочется в очередной раз подпнуть Konami, тут на 75 дней, кстати, этот пак у нас, очень долго он будет висеть, выкрутить можно все 11 игроков, то есть 1100 золота, и гарантированно нужны игроки из этих ребят в вашей команде. А пнуть Konami хочется за то, что, ну что это за название? Italian Deluxe, ну блин. Вот мне просто, делая потом название для видео, как это придумать, чтобы это хорошо звучало? Если у FIFA там какие-нибудь оборотни, супергерои, еще чего-нибудь, легко придумывается название, все, оно привлекает внимание. Что такое Italian Deluxe? Блин, премиум Италия, ну, звучит даже как-то немножко по-говеному. Я не знаю, вот им реально нужно менять и дизайнеров карточек, потому что мне дико не нравится дизайн этих карточек. Вот они выглядят как обычные. Ну, то есть, типа, они за золото, но они выглядят как обычные. Почему не нарисовать красивыми их, я не знаю. И второе, конечно, тех, кто придумывает название. Ладно, 11 игроков, много ли здесь представляют интерес? Ну, на самом деле, естественно, нет. Само собой, хороший Шкриньяр, в принципе, обычная его карточка хороша, стиль разрушитель, классные показатели в защиту изначально, хорошая скорость, ускорение можно немножко подтянуть, пас, в принципе, тоже выгоняется до 73, да, наверное, пас навесом до 71, в общем, центральный защитник из него очень даже годный, при 188 сантиметрах роста. По навыкам есть у него игра головой, опекун, блокировщик, подкат, боевой дух. Не хватает перехвата, да, не хватает акробатического выноса для защитных навыков. Но ловить его стоит. Далее у нас Тонали, к сожалению, более слабая его версия, так сказать. Был у нас от команды недели со стилем от штрафной до штрафной, и там вообще просто один из самых идеальных полузащитников в нашей игре в этой части. Этот похуже, тем не менее, Тонали вполне себе неплох. Здесь у него стиль якорь, у него неплохо все с защитой, но, естественно, она прокачивается, скорость ускорения присутствует, выносливость присутствует, пас отличный, то есть пас у него еще остался с тех времен, когда он был дирижером, так сказать, и подкрутка есть. В общем, и как ЦПЗшника... Не, ну этого как ЦПЗшника лучше не качать, потому что он якорь. Якорь на ЦПЗ работать не будет. 9 навыков у него. В защиту есть перехват, есть... и все, да? В защиту есть перехват и все. Поэтому подкат, блокировщик, верховое главенство, акробатический вынос, все это дело ему нужно ловить. Ну и все, как бы, ребят, и все. Ну да, вот есть Елмаз, если вы собираете на поле со стилем атакующий полузащитник, лучше всего его, естественно, под АПЗ и качать. Вот, чего-то выдающегося вряд ли он вам покажет, тем не менее, на поле сейчас многие начали собирать, вот, чемпионство в серии А, все дела. Остальные, ну не знаю, Милик для Ювентуса, хреново, вот реально хреново знает. Вот с одной стороны он таран, да, с другой стороны у него изначальный стат корпуса 75, рост 186, ну какой-то не таранистый таран, 7 навыков всего. Не знаю, вот кроме Шкриньяра, Тонали, ну и Елмаса, если вы собираете на поле, и здесь глазу зацепиться больше особо не за что. Напоминаю, что если хочешь быть в курсе новостей по PES, подписывайся на мой телеграм, ссылки в описании и закрепленном комментарии. Если хочешь задонатить на мобилочку с российских карт, то я тебе могу с этим помочь. Пиши мне в личку в телеграме, ссылки там же. Ну что ж, давайте смотреть, за сколько я смогу поймать Шкриньяра и Тонали. Вот, 2 игрока, давайте посмотрим, сколько попыток у меня на это все дело уйдет. Опять же, открываю я на ПК, здесь и удобнее показывать самих футболистов, и... На мобилку мне эти футболисты не нужны, потому что есть они или из команды недели, или из каких-то других спецвыпусков, поэтому вот открываю на ПК. Начинаю я с Милика как раз, не таранистого тарана. Как-то странно, как мне кажется, Konami, в принципе, раздают стили игрокам. Я с многими, прям очень-очень многими не согласен. То есть Милик вполне себе должен был быть, не знаю, лисом у ворот. Ну, как по мне. Вот. Хотя, если для меня фамилия Инзаги, в принципе, олицетворяла смысл вот этого форварда последнего касания, да, вот этого лиса у ворот, а они Инзаги делают охотником за голами, тут я уже просто развожу руками, тут мои полномочия, все. Есть Италия, есть 5 звезд, ну кроме Италии здесь, конечно, и быть никого не может. И Шкриньяр вторым сразу же мне выпадает. На ПК, конечно, графончик поинтереснее, вот эти татуировки прорисованные. Может, когда-нибудь и мобилочка до всего этого дойдет. Достаточно сочно выглядят татуировки, да и смотрится все это дело, конечно, очень даже неплохо. Может быть, когда-нибудь это дойдет и до мобилок, но на самом деле, с одной стороны, я хочу, чтобы это дошло до мобилок, с другой стороны, меня это пугает, потому что я знаю, насколько Konami умеет в оптимизацию, и это, возможно, на мобилках будет работать
работать так говёно. Или там такие системные требования будут, что мама, не горюй. Это как вот какую-то игру сейчас ИА выпускает. Там минимальные системные требования 2080 Ti. Минимальные. Типа, ребят, вы чё, охренели? Вот. А даже на самых топовых видеокартах она, судя по всему, на максималке будет тормозить. Выпадает мне Андерсон с рекламой Binance на пузе. Кстати, пользуюсь Binance. Если вам интересна криптовалюта, вполне себе надежная биржа. Вот, главное правило прочитайте. Я вполне через нее гоняю. Такс... 3 пака, да, у меня открылось, пока что шкриньяр. Но нам еще нужен Тонали. Нам еще нужен Тонали. Очень бы хотелось. Хотя, зная мою удачу, он, скорее всего, будет последним. Ну, хотя нет, ладно, последним это уже так, может быть, перебор. В последней тройке. Явно четверка это не Тонали, это у нас Бирагхи. Бираджи. В общем, абсолютно ненужный покемон, которого... можно будет сливать. Атакующий защитник, левый. Скорость, ускорение, пас навесом. Навыков мало. Печалька, печалька. С навыками печалька полная. Да, хорошо, что сейчас можно добавить 5, но когда у игрока изначально не 10, а там 3, это, конечно, вызывает вопросы. То есть ты добавляешь 5 навыков, и он все равно как бы имеет меньше навыков, чем некоторые игроки имеют со стартом. Это плохо, это плохо. Четверка, кстати, это тоже плохо. И мне выпадает мне Пош. Какой-то Пош. Ну и Пош на него, если честно. Слушайте, а он похож на этого... Он немец? В Челси играл немец, но у него же другая фамилия была. Да, центральный защитник, а чё он Пош? Его ж как-то по-другому, блин, звали. Стоп, это у меня сейчас реально какая-то дежавю идет. А, ну не немец, австриец. Значит похож просто внешне просто. Я помню, просто в Челси высокий центральный защитник немецкий, такой тоже светлый, блондинистый. И вот прям что-то на лицо его посмотрел, показалось, что прям он. А не помню, вот реально, вот вообще не помню. Хунт, по-моему, Хунт его фамилия была. А может и нет. Да, Роберт Хунт, вроде так. Ну, может ошибаюсь. Крестанте из Ромы мне выпадает, тоже интереса особого не представляет, к сожалению, до Тонали мы пока не дошли. Имеет стиль разрушитель, по центру может много позиций занимать, но работать не везде этот стиль будет. Тоже 4 навыка, но вот печалька, блин. Хотя они умудряются эпиком по 5 навыков, по 5, по 6 нарисовывать. Ну, какого хрена, я вообще это, если честно, не понимаю. То есть вот в какой-то момент же они сидят, обсуждают это все дело, кто-то выдвигает эту идею, все такие, да, блин, действительно классная идея, давайте у эпиков делать малое количество навыков. И как-то в это все верят. Ой, да, полосатая форма, но, к сожалению, не тот, кто нужен. Из Аталанты товарищ мне выпадает... Хотя этот товарищ пойдет лишь под квиксел. От штрафной до штрафной защита есть, скорость. Вот 10 навыков. Вот у него есть 10 навыков, да? А у какого-то эпика условного нет 10 навыков. Почему так? Только одним японским богам известно, которые Konami в ухо нашептывают. Хотя, мне кажется, это уже не боги, а демоны какие-то Konami в ухо нашептывают. Кстати, да, по поводу Konami вчера вроде бы, читал новости, что Silent Hill будет эксклюзивом для ПК и PlayStation, на Xbox хрен его пустят. Ну, там же 4 Silent Hill разрабатывают, вот. Konami тоже молодцы такие. Все так ждали возвращения Silent Hill, что давайте 4 одновременно разработаем. Да блин, один разработайте. Разработайте один, который будет классным. Нахрена нам 4? Но Konami вот такие. Будем делать 4 одновременно, получится 4 говна. 4 говна, если слепить в одно, то получится что? Правильно, большое говно. Вот. К сожалению, здесь... При сложении игр оценка не повысится. Да блин, снова 4-звездочный игрок. Ну где Тоналя? Где Тоналя? Я не понимаю, где Тоналя. Лауриенте мне выпадает. Ну что, хорошая скорость, сила удара, баланс. Штрафный изначально хорошо бьет. 10 навыков. Вот у него тоже есть 10 навыков, а у эпиков нет 10 навыков. Живите с этим как хотите, так сказать, говорит нам Konami. Давайте уже мне Милан и Тоналя, Тоналя и Милан, Милан и Тоналя. Konami, Милан и Тоналя. Ну, 5 звезд, возможно, он и есть. Вот, всего-то надо было попеть песенку и попросить, чтобы мне выдали Тонали. Тоже татуировка очень даже сочно смотрится. Ай, Тонали, единственное, усики с брей, ну, просто выглядит это все дело ужасно. Или бороду пожестче отпусти вместе с усами, либо с брей это все нахрен. Выглядит, ну, прям... Вот, есть же он бритый на фотографии, зачем вы в игре такие смешные усики девственника сделали, я не знаю. Ну что ж, качать его...
лучше, естественно, под ОПЗ, чтобы работал стиль. По навыкам, в принципе, я сказал, чтобы я добавлял. Тут даже просто 4 стата кинув в пас, получаем пас низом уже 88. 4 стата вкинув в защиту, получаем агрессию 87. Короче, карточка вполне себе годная. Если вам нужен хороший опорник, то Тонали вполне себе справляется с этими обязательствами. Ну и Шкриньяра тоже можно, в принципе, поймать. Итого, ну, всего-то 10 игроков мне пришлось открыть. Как бы стандартная моржовская удача. Пиши, открывал ли ты этих игроков, кто тебе выпал. С удовольствием все это дело почитаю. Если нужно задонатить, пишешь мне в личку в Телеграме. Ну и новости просто в моем Телеграме. На этом прощаюсь, ребят. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.